Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марина из Москвы. Эту запись мы делаем в ноябре 2022 года. Сейчас, в наше нелегкое время, мне все чаще и чаще стали вспоминаться строки из песен советского барда Владимира Высоцкого. И, наверное, не мне одной. Как будто Высоцкий, который умер в далеком 1980 году, жив и сейчас, и его песни перекликаются с событиями наших дней. Одна такая песня называется «Я не люблю». Казалось бы, такое название. Но эта песня как раз о любви, а не о ненависти. Это жизнеутверждающая песня. В ней поэт декларирует о своем отрицательном отношении к тем деструктивным явлениям, которые отравляют и разрушают жизнь людей. Первый раз эту песню я услышала в раннем подростковом возрасте. И эта песня произвела на меня сильное впечатление. И когда поэт выкрикивал эти волнующие душу заявления, это меня будоражило. И я сама себе говорила: вот правильно! Четко сказано, правда. Хотя некоторые строки меня возмутили, и я не была согласна там с Высоцким. Я задумывалась над этими словами и думала над этим всю жизнь. И теперь я хочу поделиться с вами своими размышлениями. Вначале я прочту текст этой песни, а как поет сам Высоцкий под гитару, вы можете найти в интернете. И обязательно послушайте Высоцкого, а я просто прочту это как стихи. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма. В восторженность не верю. А еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, или коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилия и бессилия, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Первое, что меня смутило, это слова: когда я вижу
сломанные крылья, нет жалости во мне. Как же я думала тогда, еще будучи школьницей, и мне сразу в моем детском воображении представилась птица со сломанным крылом, или у чего там еще крылья, у самолета, там, не дай бог, что-то сломалось. Как же так? Почему же у поэта нет жалости? О чем это он? Ну, давайте посмотрим, друзья. Крылья – это символ полета, свободного творчества. Крылья – это возвышенные чувства, это высокие нравственные качества человека, высокие принципы и идеалы. И когда мы говорим, человек сломался, человек прогнулся под тяжестью жизненных обстоятельств, или когда мы говорим, этот человек низко пал, а с тем и рухнули и сломались все его высокие принципы и идеалы. Вот что значит сломанные крылья. И почему нет жалости во мне, поет поэт? А потому, что автор адресует эти строки прежде всего самому себе, а себя он не хочет жалеть. Нельзя позволить сломать себе крылья. И автор прежде всего к самому себе предъявляет высокие нравственные требования. И в следующем куплете он говорит об этом прямым текстом. «Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют». Вообще, песни Высоцкого, они исходят прямо из глубины бессознательного и тут же, не фильтруясь, складываются в текст. Поэтому мы можем и увидеть столько противоречий. Песни его идут из глубины души, а из песни, как говорится, слов не выкинешь. Хотя сам Высоцкий потом и исправлял, редактировал свои песни. И поэтому мы можем слышать его песни и читать его стихи в разных измененных вариантах. Но вернемся к песне «Я не люблю». Вот в чем еще я нашла загвоздку. «Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза». Как же так, думала я тогда еще своим детским умом. Почему же поэт так соглашается, попустительствует к этому? Ну, понятно, что это метафора, но что же, все на самотек должно пойти? Но чувствуется, что поэт это с болью в сердце поет, и как бы в протест, сгоряча. Конечно, никому не хочется, чтобы все пустилось на самотек. Но если жизнь перед человеком ставит выбор или, и третьего не дано, или застрять в этой уверенности сытой, причем навязанной кем-то извне, и так и не сдвинуться с места, или все-таки рвануться вперед и не побояться высказать свою точку зрения и высказать свое собственное мнение. Не любил поэт уверенности сытой. Можно так понять Высоцкого, что ни в чем никогда нельзя быть уверенным, и все стоит подвергать критическому мышлению, сомнению.
Ну, давайте вспомним другие слова Высоцкого из этой песни. «Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу». Червей сомнения он ненавидит, и уверенности сытой тоже не любит. Так как же в жизни быть уверенным или сомневаться? Это как у Гамлета, быть или не быть, вот в чем вопрос. Жизнь заставляет часто нас принимать твердые решения, уверенные решения. Но к уверенности этой человек приходит путем умственного и душевного труда. Уверенность – это строится на здравом смысле, на правде, на доказательствах. Строится она на чести и совести, на справедливости, на высоких нравственных качествах человека, если они не сломались, как крылья. Это выстраданная уверенность, и она не имеет ничего общего с уверенностью сытой, когда нам подали какое-то ложное убеждение на блюде, а мы и проглотили. И когда человеку говорят: делай, что тебе говорят, а он и послушался, и поленился или побоялся задать себе вопросы. А с какой-то стати? А почему, собственно, так? А зачем? Или еще хуже, когда людям внушили что-то ложное, они смирились с этим злом и теперь утверждают, а иначе было никак нельзя, а все правильно, так и должно быть. А вот Высоцкий не мирился с социальной дисгармонией, не мог смириться Высоцкий с тем, что слово «честь» забыто. А мы в наше время разве сможем? И не хочется ли каждому из нас, положа руку на сердце, сказать: досадно мне, когда невинных бьют. Досадно мне, когда невинных бьют. А что дальше? Сказать и смириться? Но люди, разве можно смириться с тем, что где-то в мире происходит то, что железом по стеклу? Разве можно смириться с тем, что где-то кому-то стреляют в спину или даже в упор? А вот Высоцкий в свое время не мог смириться. И он транслировал то, что чувствовал и думал. Он не хотел фатального исхода, от жизни никогда не уставал. Он хотел петь веселые песни в любое время года. Скоро Новый год, друзья мои. И мы сможем ли петь веселые песни, когда где-то в мире кому-то стреляют в спину или в упор? Сможем ли мы петь песни, когда нас раз за разом обдают волнами холодного цинизма и наветами за глаза?
Российский психолог Александр Асмолов, доктор психологических наук, в одном недавнем интервью задается таким вопросом: кому сейчас счастливее? Тем, у кого депрессия, или тому, кто поет бравадные гимны? И отвечает так: депрессия у личности, а бравадные гимны у тех, кто потерял в себе человека. И я им сочувствую, но смириться с ними я никогда не смогу. Не об этом ли пел Высоцкий, который не верил в браваду и восторженность, и в конце этой своей песни категорично заявил: пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. А мне, друзья, все-таки хотелось бы завершить этот ролик на позитивной, счастливой ноте и пожелать всем нам: пусть же впереди будут большие, но хорошие перемены. И это зависит от каждого из нас, чтобы наступило то время, когда не будет на земле насилия и бессилия, когда вспомнится забытое слово «честь», и когда одержат победу миролюбие, милосердие, сострадание, человечность, взаимопонимание и здравый смысл.